Всем огромный привет, я Татьяна Бугри и добро пожаловать в мир ноготочков. Мой голос может слегка измениться, потому как я наконец-таки решилась поставить себе брекеты, пока что они стоят у меня на нижней челюсти, и я к ним привыкаю, надеюсь, вам не сильно это слышно, заметно и не мешает просмотру видео. Я думаю, что спустя время я к ним больше привыкну. Мою коррекцию уже очень давно пора делать. Хочу обратить внимание на кутикулу, которую я не срезала весь этот месяц, а просто двигала своим ноготком. Поэтому она не расползлась на пол ногтевой пластины, как это бывало ранее. Хоть я уже и сроднилась с коротким квадратом на этой руке, но все же нужно с ним попрощаться, потому что эта рука была предназначена изначально у меня для экспериментов. В этом отказать себе я просто не могу. Had this conversation more than 10 times. After 9, I still wish you were mine. Haven't ate in 7 days, 'cause I've been up till 6 a.m. Wrote 5 songs all just for you. 3 of them I can't bear listening to. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. И вот для этого дела ко мне приехала посылочка с Китая, в которой были накладные ногти. Нет, это не верхние формы и не типсы, это прямо-таки накладные ногти. Только клеить их будем не на клей, как раньше, а на гель. Кто бы мог подумать, что рост профессионализма, мастерства в нашей сфере вот так вот провалится резко на уровень ниже плинтуса. Но, мастера с дипломами, не спешите падать в обморок, давайте разбираться, что к чему. И все ли так просто, дорогие любители? Иногда мне прилетает за то, что я показываю такие методы работы, мол, это непрофессионально. Ну а я считаю своим долгом попробовать все на своей шкуре и передать этот опыт вам. Had this conversation more than 10 times. After 9, I still wish you were mine. Haven't ate in 7 days, 'cause I've been up till 6 a.m. Wrote 5 songs all just for you. 3 of them I can't bear listening to. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do this. После маникюра примеряю ноготочки, выбирая нужные размеры. Моя цель — поставить их под кутикулу и сразу приступать к дизайну. Если бы все удалось, то я бы с этой техникой переделывала бы себе наращивание хоть каждый день. Быстро, просто, для создания портфолио с дизайнами это просто огонь. Но будет ли все так гладко? Я подобрала размеры к каждому ногтю. Подумала о том, что повезло мне с моими ногтями. Эти накладные хорошо подошли к моим родным, потому как в пакетике их было всего 48 штук, и размерность там не широкая. Поэтому и говорю, что мне повезло. Напомню, что это пластиковые ногти, но слышала, что компании выпускают и гелевые такие. Не знаю, не пробовала, действительно ли они из геля. Да и в целом какая разница. Ногти я покрыла базой, а дальше гель и поехала. Гель вылез у кутикулы и прямо на кожу. Снимаю, вытираю. Указательный чуть-чуть у меня клюющий, то есть имеет легкий природный S-изгиб. А типса нет. Буду называть типсами, иначе тавтология с накладными ногтями получается. Исходя из изогнутости ногтя по продольной арке, типса отходит либо от свободного края, либо от кутикулы. На мизинце то же самое получается. Пробую ноготь попроще. Безымянные и средние, они более плоские, более ровные. То вылезает материал на коже, то воздух под типсой появляется.
На базу жидкую попробовала, кое-как получается. На указательном мизинце и большом пальцах только с отступом от кутикулы получилось поставить эти накладные ногти. И это, я напоминаю, мои практически стандартные ногти. Что же делать с аникогрифозными, трапециевидными, широкими или плоскими ногтями, на которых вообще не найти здесь размера? И это я так считаю про любые типсы, верхней формы и любые вообще стандарты. Все равно танцы с бубнами продолжаются. У кутикулы доложи, снизу материалом сгладь, стык у кутикулы спили, и я бы могла все это вырезать на монтаже и показать только идеальный, удачный один фрагмент. Но представляю, как кто-то будет мучиться по моему видео с установкой этих накладных ногтей и будет думать, что это у него ручки из жопки. Но нет, на самом деле не все так просто в целом. Я поклонник и фанат нижних форм, и думаю, есть среди вас также поклонники и фанаты какой-то одной техники, но я правда считаю, что нижние формы, только они могут быть универсальными, потому что они подрезаются и устанавливаются, исходя из размеров натурального ногтя. Но это и понятно, ведь я наращиваю этим способом уже 11 лет. Всему нужно учиться. Ну а что вы думаете по поводу увиденного? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я попсиховала, потом выдохнула и добилась своего. Хотя быстрее было бы сделать наращивание с нижними формами. Но пробовать что-то новое и делиться этим с вами я не перестану. И вам наверняка же интересно, как эти ногти будут носиться. Я покажу это уже в конце этого видео. А пока забавила поверхность накладных ногтей и наконец-таки приступаю к самому вкусненькому, к дизайну. Ногти теперь у меня длинные и есть где разгуляться. Я предлагаю такой вот интересный вариант дизайна. Выбрала узор стемпинга, выбрала цвет для него и отпечатываю на свободный край каждого ногтя. Со стемпингом я не сразу, кстати, тоже подружилась в своей практике, но это произошло, как только в руки мне попал хороший материал. This conversation more than 10 times. After 9, I still wish you. Далее, после стемпинга беру жидкие фольгированные блестки, выкрашиваю ими зону у кутикулы и продлеваю до ногтевого ложа, рисуя овал, чтобы получился прозрачный френч с узором из стемпинга. Эти жидкие блестки спасают в случаях, когда нужно скрыть неровности, а у кутикулы они могли быть от стыка накладного ногтя. Ложатся эти блестки плотно в один слой, это тоже их преимущество. I'd give you the world like I promised I would. Even though you wouldn't do the same. I'd give you the world like I promised I would. Even though you. И вот что получилось в итоге. В завершении, конечно же, наносим топ, и нереальная красота готова. Я не знала, сколько проживут эти ногти на моих руках, потому что никаким слоем геля я их не перекрывала сверху. Только у кутикулы докладывала там, где был отступ типсы. И вот прошла неделя, длину я поправила и сделала овал, с внутренней стороны руки оказались оголены боковые стенки ногтя, и из-за этого они цепляются за волосы. Но в целом я удивлена, что эти ногти вообще на месте. Я даже спилила цвет, чтобы посмотреть отслойки, и тоже удивилась, что их нет. Ногти максимально тонкие, то ли моя ловкость и аккуратность, то ли вариант действительно носибельный, я не знаю. Снизу порожки кое-где есть, но в целом поиграйся еще разок, переделав дизайн. Но клиентам предлагать не стану такой вариант наращивания, как-то непрофессионально, мне кажется. Это баловство для дома. А вы что скажете? Очень интересно почитать ваше мнение, а я всем желаю творческих успехов и до скорой встречи в новых видео. Пока-пока!